Добрый день. Еще раз посмотрим на кэмпбелловскую схему путешествия героя. Любопытно, вот это, как я уже говорил, горизонтальная линия, которая делит окружность. Именно в таком размере, в таких пропорциях. Значит, все, что вверху, это мир обыденный, а все, что внизу, это мир волшебный, потусторонний. Существует версия, что древние мифотворцы, сочинители, таким образом копировали путь Солнца, движение Солнца по небу. Отголоски этого остались в египетских мифах, где бог Ра на золотой ладье днем появляется на горизонте, плывет по небу, а потом исчезает в подземном царстве, чтобы появиться на следующий день опять на востоке. Поэтому вот по одной из версий движение героя именно в такой очередности исчезания его в потустороннем мире и возвращения вновь в мир обыденный копирует движение Солнца по небосклону. Таким образом, верхняя часть – это часть дневная, а нижняя часть – это часть ночная. Вот существует такая любопытная схема, когда один из исследователей пытается проиллюстрировать путь героя картами из колоды Таро. Значит, что можно по этому поводу сказать? В настоящее время появилось невероятное количество тарологов, нумерологов, которые напускают тумана, значит, приписывают какие-то магические свойства этим картам. Сразу хочу сказать, что к нам это не имеет никакого отношения. В это можно верить, можно не верить. А на мой взгляд, история тут в следующем. У нас, я имею в виду у людей, в целом, у зрителей, да, существует, как я называю, несколько прошивок, таких заводских настроек, которые мы получили от природы, если кому-то нравится думать так, от папы с мамой или от Бога, то есть кто во что верит. Да. Есть у нас такие настройки. Мы реагируем на гармонические звуковые сочетания. Таким образом мы можем оценивать качество музыки. Мы можем эмоционально реагировать на различные цветовые сочетания колористические, причем при определенном чередовании цветов с определенной частотой можно вызвать у людей эпилептические припадки, то есть довольно сильное воздействие оказывает цвет. Это заложено от природы в нас. Мы реагируем на это безотчетно, рефлекторно. То же самое можно сказать о пропорциях. Мы можем рассуждать и говорить, вот эта композиция гармоничная, устойчивая, а это неустойчивая. Опять же, все это происходит, потому что в нас заложена способность оценивать пропорциональные соотношения объектов, которые мы видим. В числе прочих существует способность также безотчетно, рефлекторно реагировать на определенные изображения. Кто сделал эту колоду, когда сделал, ясности нет. Но очевидно одно, что существует, как я уже говорил, существуют изображения, на которые мы реагируем безотчетно.
существуют базовые понятия: отец, мать, добро, зло, дьявол, смерть, радость, рай и так далее, и так далее. Судьба. И при предъявлении нам того или иного изображения наступает, как говорят специалисты, момент открытого сознания. То есть мы подключаемся к этой истории, еще раз повторяю, рефлекторно. Это происходит независимо от нашей воли. Вот такие изображения, собственно, и присутствуют в этой колоде. Это 22 карты, которые называют старшие арканы из общей колоды Таро. И вот вы видите, один из исследователей пытался их расположить так же, как на предыдущей схеме, по, значит, направлению движения героя, разделив это движение на ночное и дневное. Как он определяет, существуют дневные карты Таро, которые относятся в основном к позитивным каким-то моментам. Потом происходит спуск, как хотите, в глубины нашего подсознания, в область ночи, потусторонний мир, вот, где уже располагаются другие карты. Вы видите смерть, дьявол и так далее, и так далее. И происходит возвращение опять. Тут очень важно, что все это движение, оно циклично. И путешественник возвращается в обыденный мир. Опять же, можно с этим соглашаться, можно не соглашаться. Ну, что можно сказать, как и любой инструмент, эти карты могут быть как предметом манипуляций, что вы вытряхиваете из доверчивых людей, значит, наличность, а могут использоваться в искусстве. И не просто могут, а активно используются, в чем мы с вами попытаемся убедиться. И дело не в картах как таковых, еще раз повторюсь, а в том, что они напоминают нам и пробуждают в нашем подсознании определенные образы, которые называют архетипами. И это работает. Вот один из тех, кто дал определение архетипам и сформулировал, значит, свою шкалу архетипическую, известный психолог Карл Густав Юнг. Он выделил 6 таких архетипов. Современные маркетологи, нужно сказать, что архетипы активно используются в маркетинге современном, в рекламе и в музыкальном видео. Современные маркетологи выделяют 12 архетипов. То есть количество этих первообразов может меняться, собственно, и содержание их может меняться. Тут такого, как сказать, раз и навсегда заданного перечня, пронумерованного и утвержденного, не существует. Как, собственно, в искусстве бывает и со многими вещами другими. Ну вот, чтобы проиллюстрировать историю с архетипами, одна из главных карт, которая называется глупец, простак, там как угодно его назовите, это архетип кто? Трикстер, обманщик, шут, Иванушка-дурачок, по-русски говорят, да, вроде бы он глупый, но каждый раз выходит из неприятностей победителя. Вот классическая карта за номером 0. Человек приближается к пропасти, и собака предупреждает его об опасности. Другая страна, другая эпоха, похожая схема. Схема работает. Человек приближается к краю пропасти, вот-вот упадет, но нас предупреждают
о том, что если мы не хотим повторить его подвиг, мы должны учиться грамоте, должны учиться читать. Это плакат 20-х годов прошлого века, который в России распространялся. Неграмотный, тот же слепой. Как видим, похожая мизансцена, похожая композиция, и она работает. Не важно, знал ли автор этого плаката, был ли он знаком с картами Таро. В данном случае это не важно. Важно, что схема работает. Вот еще одна история. Это из фильма «Братьев Товиани» кадр. Мы с вами говорили о лиминальных пространствах на одной из прошлых лекций. Здесь та же самая история. Мы видим дорогу, уходящую за горизонт. По дороге идет фигурка. Мы не понимаем, бредет она, пошатываясь, или бежит. Это можно узнать только из контекста, если смотреть фильм. Но разглядывая изображение, скриншот отдельно взятый, да, мы сразу подключаемся, да, потому что дорога это что? Дорога это всегда открытие чего-то нового, с одной стороны. С другой стороны, на дороге нас подстерегают опасности. То есть вот такая сложная смесь чувств и эмоций вызывает у нас определенное эмоциональное состояние, расположение. Как я уже говорил, мы подключаемся к процессу, что, собственно, и требуется от нас, что, собственно, и делают авторы кинофильмов или изображений. Еще раз повторю, неважно, знали они о работах Юнга или Кэмпбелла, скорее всего, наверное, знали, но схема работает. Вот еще одно начало путешествия героя. Это фильм «Третий человек». Главный герой приезжает на вокзал в Вене в надежде, что его встретит друг. Друг не встречает. Начинаются приключения. Детективная драма, которая разворачивается на улицах Вены и в подземельях под городом Вена и так далее, и так далее. Вот первый кадр. Классическая история. Блюпринт такой, да, наивный мальчик, наивный юноша. Приехал счастливый как жаворонок, ни о чем не подозревая об опасностях, которые его ждут. Прямо иллюстрация к первой карте. Не буквальная в данном случае, но по духу, по смыслу. Вот еще одна из карт, которую довольно часто где-то располагают на каких-то сайтах, потому что она, конечно, производит впечатление. Карта называется «Повешенный», но повешенный не значит лишенный жизни. Как вы видите, человек жив, у него открыты глаза. В схеме, которую я вам показывал в начале, этот этап обозначен как кризис. То есть человек такой в расстроенных чувствах, все у него идет не так, наперекосяк, кризис стоит на голове, он в буквальном смысле, или, точнее говоря, висит. Ну вот иллюстрация к похожей ситуации. Это фильм, как вы уже догадались, 8,5 Федерико Феллини. Та же самая история. У режиссера кризис. Он запутался в своих отношениях с женщинами. Ему нужно начинать съемки фильма, а у него не готов сценарий. Ему снятся вот такие кошмары, что он вниз головой подвешен где-то над морем, падает в эту водяную бездну и в ужасе просыпается.